Дорогие, приветствую вас. Пожалуйста, настраивайтесь, включайте камеру, чтобы у нас была как минимум обратная связь, чтобы мы могли видеть друг друга. Мне тоже интереснее, когда я вижу ваши лица, глаза. Приветствую, кто часто в интернет-поле, в интернет-пространстве и всех остальных. Кто-то также со своими питомцами. Очень часто я вижу кошек или котов, собак, участвующих вместе в зуме. Каждый на своем уровне также помогает вам, участвует в совместном опыте в жизни. Насколько я понимаю, что люди будут еще присоединяться, как всегда, регистрации много, доходит, может быть, меньше половины. То есть у нас есть такая природа, что мы что-то хотим, но хотим мы гораздо больше, чем мы проживаем. И это тоже такой показатель того, что насколько у нас много желаний, а как мы на самом деле справляемся с этими желаниями и как мы проживаем это в своей жизни. Сегодняшняя встреча посвящена разговору о предстоящем семинаре, онлайн-семинаре «Сексуальность и чувственность». И тема, она для всех важная, такая глубокая, щепетильная, болезненная, потому что в человечестве так много боли накоплено в этой сфере, так много насилия, подавления, где через опыт боли и насилия мы перекрываем этот канал, эту энергию, свою чувствительность. И чтобы не испытывать эти переживания, то есть мы когда-то закрываем свою чувствительность, чувственность, сексуальность. Вот. И приходится много действительно очищать этих историй, которые влияют на нас, влияют нашим опытом прошлым, опытом нашего рода, опытом коллективного, бессознательного человечества. И вроде бы очень простые вещи, как, допустим, тоже признание своего тела, признание своей чувственности, признание наготы, как мы проявились все на свет, но как много реакций, когда люди видят обнаженное тело. И вокруг этого действительно так много перевернутых историй, так много подавления и подмены понятий о сексуальности, о теле, и также использование сексуальности в других целях, в целях бизнеса, в целях коммерции, в целях продажи. Вот, поэтому, с одной стороны, тема очень красивая в своей сути, в своей изначальной природе, но в том, что накоплено в этой теме, в человечестве, конечно, очень много боли, очень много болезней как ментальности, болезней
восприятий и проживания сценариев. Вот поэтому первый день у нас будет посвящено тому, что нужно очистить, где остановлена сексуальность, в каких историях, в каких сценариях, в каких верованиях, и на что также она идет, помимо того, что, допустим, остановлено, с другой стороны, куда мы ее используем. Потому что очень часто то есть эта энергия может служить войне, эта энергия может служить подмене понятий, либо исковерканных смыслов. Вот. И мы проходим пространство своей души, то есть через медитацию, через практику, обнаруживаем, какая у нас память, какая история хранится в нашем бессознательном уровне, в нашем теле и, соответственно, что мы проживаем в этой жизни. И в большей степени действительно на это уходит очень много практик очищения. Вот. И то есть мы пересмотрим самые основные базовые истории, которые влияют на сексуальность, на жизненность, потому что сексуальность — это в первую очередь жизненная энергия. Энергия жизни, энергия сока жизни, энергия также воды и в разных смыслах воды. И вот в каком состоянии у нас вода? Либо она в замороженном, либо она иссохла, либо это пустыня, либо это лед. И мы тоже можем оставаться вот в этом состоянии, то есть либо у нас что-то пережглось опытом, либо наоборот, то есть мы настолько заморозились, и это влияет на всю нашу жизнь, на наше здоровье, на наше состояние, о том, что происходит с нашим телом, и о том, что действительно может испытывать тело. Потому что если остановлены наши каналы во втором центре, если он не функционирует, то это влияет на наше здоровье. Соответственно, это влияет на деторождение, и это влияет на гормональную систему. То есть то, какой баланс или дисбаланс нашей гормональной системы. Вот поэтому мы пройдемся по разным уровням блокировки, остановки этой энергии, как в сценарии, в родовых историях, в веровании, и, соответственно, то, как это остановлено в теле. И после мы будем соединять, восстанавливать потоки, жизненные потоки в нашем теле. Соединение с землей, соединение с водой, соединение пространством неба, чтобы энергия могла двигаться, перетекать. И также соединение с мужским и женским принципом. Если также мы останавливаемся на каком спектре, то есть либо мы проживаем мужскую роль, либо наоборот мы проживаем такую женскую, то есть без мужского принципа, это тоже дисбаланс, это тоже не гармонично. Поэтому мы пройдем по этим уровням практик, и у вас будет возможность посмотреть, что у вас в вашем теле, в вашем опыте души хранится, что блокирует эту энергию, что останавливает ее. И также, соответственно, принятие, признание своего тела, своей наготы и чистоты, потому что у нас настолько сильно много обусловленности на восприятие тела, что тело — это грязно, секс — это низко. И
это сама основа также женской энергии. И во многих тысячелетиях, то есть это было перевернуто, как отношение к материи, отношение к нашему телу, отношение к сексуальности. Вот. И нам нужно снова восстановить эту божественную связь, эти божественные смыслы и наполнение. Из какого источника эта энергия? И как мы можем ее осознанно и гармонично проживать, не выпячивая, знаете, как наружу нашу сексуальность и наши эмоции, не подавляя внутрь, а как открыто, осознанно проживать вот именно эти состояния, именно эти переживания, и, соответственно, принимать и признавать свои эмоции, гармонизировать их, балансировать их в том, как мы проживаем жизнь. И также у нас не воспитывается пространство этики и гармонии в отношении с эмоциями. То есть либо они просто подавляются, либо они служат верованиям, идеям, которые не соотносятся с женской природой. И это важно в первую очередь очищать, исцелять и восстанавливать смыслы, восстанавливать изначальные принципы женской сути, женской природы, не как в понимании людей, а как в представлении и передаче из божественного уровня, из божественного измерения. Вернуть этому красоту, вернуть этому чистоту, вернуть этому светоносность. То есть когда мы проживаем свою сексуальность, что это также изначальная божественная природа, изначальная чистота, на которую как наложено так много лжесмыслов, верований и сценариев. Тех сценариев, которые не ведут в эволюцию, не ведут в свою изначальную природу, и тем более не делают нас счастливыми и гармоничными. Поэтому, конечно, 2 дня — это очень мало. И мы посмотрим, сколько мы можем пройти в пространстве онлайн-семинара. Но также, то есть, когда мы проходим через практики, методы, то вы можете в дальнейшем, естественно, исследовать и использовать эти методы на очищение, гармонизацию своих историй, своих состояний, которые со временем, то есть вы обнаруживаете, понимаете, что эти сценарии, эти программы не служат эволюции, не служат гармонии во мне, не служат любви во мне. То есть они разрушительны, они против меня. И что нам нужно действительно аннулировать, что нам нужно очищать и осознанно переформатировать. Вот. И также очень важно соединять пространство тела и пространство духа, потому что если мы только находимся на уровне тела, то тело имеет конечные результаты, конечный смысл времени. И если мы только на это направлены, то
у нас не случается алхимия, то есть у нас не случается наполнение светоносной природой духа. И нам важно, чтобы соединять пространство духа и пространство тела в одном измерении, в одном проживании. И очень часто, что у нас был такой большой опыт, либо мы проживаем духовный аспект, но без телесный опыт, родовой опыт, но они отягощаются горизонталью движения, то есть круговым движением, не эволюционным, не спирали, когда мы поднимаемся наверх, а хождение по кругу. И тогда мы просто повторяем, продолжаем повторять сценарии наших мам, бабушек, прабабушек, пап, дедушек и так далее. И мы не выходим в свою чистоту. Мы не выходим в чистоту вертикали и движения духа. И для меня очень важно обретение баланса между материей и духом, чтобы союз был единый. Потому что как без материи, дух не может прожить здесь опыт, для чего мы сюда пришли. Также и без духа материя не может вознестись, или мы не можем ее преобразовать, наполнить светом. И тогда, то есть мы бесконечно повторяем одни и те же сценарии, одни и те же истории. И это не только сценарии, а это переживание, ощущение в теле определенных энергий, что у нас нету вот этого свежего глотка жизненной энергии, которая постоянно наполняет материю, где есть новый опыт. И когда мы получаем вот этот разный опыт духа через материю, чтобы не происходила зацикленность, что как мы себя чувствуем в теле, то есть какой спектр эмоций, чувств и энергии мы проживаем. То есть в основе своей сознание духа, оно все время обновляется и приводит новый опыт, новое качество сознания энергии или проживания энергии. Но если мы только опираемся на горизонтальный опыт, то, как правило, мы испытываем одни и те же переживания, эмоции, состояния, чувства. И у нас не происходит движение в новый опыт, в новое переформатирование переживания вкусов, граней, энергии, которые мы можем испытывать через тело. И понятно, что путь, чтобы тоже открывать свою сексуальность, это не 2 дня, это не месяц, а то, как мы развиваем себя, то, как мы исследуем и используем возможности, способы, методы себя обновлять. То есть восприятие мира, восприятие себя, восприятие реальности, не затормаживая на прошлом опыте, на прошлых достижениях, а когда мы идем каждый раз в новое звучание,
Чтобы идти в новое звучание, то есть нам все время нужно отпускать прошлый опыт, не завязывать себя на прошлый опыт. Да, его важно интегрировать, его важно трансформировать, его важно переводить в знания, но не тормозить свое будущее как бы прошлым колпаком опыта. И также, то есть как мы проживаем сексуальную энергию, сексуальную чувственность, как помогать расти этой энергии, то есть как помогать включать себя в эволюционный процесс движения и каждый раз давать себе возможность завершения старого опыта и открытия нового опыта. Открытие и это не только ментально, а открытие своего тела, своей способности, как мы интегрируем новые энергии, новые состояния. И то есть если, допустим, мы вчера ели яблоко, и сорт один и тот же, и сегодня мы едим яблоко, что насколько у нас есть чувствительность, настолько у нас есть тонкость воспринимать именно этот вкус, не закрывая себя вот прошлым опытом, что да, мы ели это яблоко, мы ели то есть подобный вкус, и то есть мы перестаем в какой-то степени чувствовать вкус, который мы испытываем сейчас, потому что мы перекрываем прошлым опытом. И здесь, то есть нам вот нужно учиться, как интегрировать вот эту способность энергии тела, с одной стороны, отпускать опыт, а с другой стороны, настраиваться, тонко чувствовать реальность, тонко чувствовать себя в этом моменте, свое тело, свои переживания, свои состояния, свои чувства. И также учиться очищать, что нам не нужно, исцелять, где у нас боли и раны, и преобразовывать в мудрость, знания, прошлое, которое мы проходили. Поэтому мы попробуем за эти 2 дня освоить большой аспект. Но понятно, что у каждого будет свой опыт, у каждого будет свой проход, настолько, насколько ваше тело, ваше сознание готовы к этому опыту. И, соответственно, дальше использовать практики, способы развития себя в жизни и раскрытия своего тела, раскрытия своей чувственности, сексуальности, но в то же время очень тонко, глубоко исследуя процессы и механизмы, которые мы проживаем. И для меня очень важно процесс действительно постепенный, вот такой, чтобы глубоко исследовать, как функционирует мое тело, как включаются мои системы энергии, движение потоков, состояние гормональной системы, состояние моей души. То есть как помогать себе проживать что-то сложное, тяжелое, интегрировать это, и как преобразовывать вот эту энергию жизненную, энергию чувственности, энергию сексуальности в состояние проживания в жизни. И
Пытаюсь найти сейчас слова. Не всегда бывает даже легко описать это. И для этого нужно терпение, для этого нужно время. В первую очередь время для своего тела, для проживания своих процессов. И пространство для себя, чтобы что-то исцелить, чтобы что-то трансформировать, чтобы преобразить эту энергию. И это очень деликатный процесс. То есть мы не можем поставить себе цели, как, допустим, в третьем центре все, я хочу достичь чего-то, и у меня есть цели, у меня есть задачи, я ставлю план, время, ритм, то для системы чувственности в теле это не работает. Для чувственности нужно пространство и время. И не в том, что мы себя куда-то толкаем, то есть начать чувствовать, начать испытывать радость, наслаждение, оргазмичность, а в большей степени научиться слушать свое тело, слушать ритмы и доверять своей энергии. Не реакциям, не прошлым обидам, потому что это как остановленные кадры переживаний. То есть научиться очищать это, исцелять, чтобы это снова протекало, чтобы это двигалось в нашей системе, как вода. Как проживать каждый день чувствительность, чувственность и сексуальность. И также смотреть, где, допустим, если она где-то остановлена, то где-то будет переизбыток желаний, которые переходят в страсти. И также как помогать себе принимать эти страсти и желания, и снова позволять этой энергии двигаться в естественном русле в своем теле. И это не только связано, допустим, в паре вы или не в паре. Это, в принципе, ощущение, состояние проживания в теле, проживание всех эмоций, проживание чувственности. И также проживание себя как единого измерения со всей Вселенной. Очень часто, то есть мы привязываем сексуальность к одному партнеру, и мы делаем большой глубокий перенос на кого-то. Мы делаем перенос этой энергии, этой жизненной энергии и силы на другого человека. И это тоже одна из ошибок, потому что то есть, мы завязываем себя таким образом с каким-то партнером, что только с ним я могу проживать чувственность, чувствительность, сексуальность. Это сродни, что, допустим, вот я только с тобой могу дышать, и без тебя дыхания не будет. Вот. Что сексуальность, она не привязана к партнеру, она не привязана к отношениям. Она в первую очередь наша потенциальность, наша данность, наше дыхание и соки жизни. То есть как мы ощущаем сок жизни через свое тело, как мы ощущаем сок жизни, как мы проживаем опыт, как мы чувствуем природу, как мы чувствуем дыхание, как мы чувствуем ритмику жизни. И насколько мы гармоничны в этой ритмике. Вот. Так что краткий рассказ
о том, куда мы пойдем и что мы будем проживать на ближайшем семинаре онлайн. И понятно, что, конечно, онлайн-семинар не дает такого спектра, когда мы вместе в едином поле. Конечно, если мы проживаем, не знаю, может быть, половину того, что мы можем прожить, когда мы находимся вместе физически друг с другом. Вот. Но то, как сейчас мы далеко все друг от друга, то мы можем использовать эту возможность и проживать настолько, насколько сейчас доступно в онлайн-формате. И пробовать учиться через способы и методы исцелять себя, исцелять свое тело, исцелять свои опыты, которые были какие-то сложные, тяжелые, трансформировать это и давать себе новый формат вдоха и выдоха, новый формат ощущения себя в теле, настолько, насколько возможно в этом возрасте, в этом времени, в этом периоде жизни. Потому что если мы будем давать себе как бы идею перфекта, что вот максимально все проживать, то мы можем также, знаете, как упираться в эту историю перфекционизма и совершенства, что вот я недостаточно сейчас проживаю объем чувственности, чувствительности, потому что возраст, потому что у меня нет партнера, потому что я не в той стране, потому что. И тогда мы тоже перекрываем эту возможность, та, которая у нас есть сейчас, в данный момент, в данное время, в том месте, в котором мы находимся. И это тоже из аспектов второго центра — быть гибкими, учиться гибкости ума, учиться гибкости сознания, проходить ситуации, событийности, в которых мы проживаем. И, конечно, когда мы посмотрим все, что происходит вокруг, иной раз кажется, что мир сошел с ума. И о какой сексуальности речь может быть? Сейчас вообще все рухнет. И здесь тоже вопрос к себе. То есть что я хочу проживать в это время, в этот период своей жизни? Какой формат опыта? Какой формат чувственности? Какой формат любви? То есть даже если мир сходит с ума, даже если так много агрессии, атаки, войны, борьбы вокруг, какой мой выбор? Что я хочу прожить в этом дне? Если даже это последний день, что я хочу прожить и как? И для меня это тоже каждый раз вопросы, чем я хочу быть наполнена этим днем, в этот момент времени, в этот момент жизни. И делиться состоянием гармонии с собой, делиться состоянием гармонии с энергией, которую я проживаю. И, соответственно, уже из этого состояния я могу делать что-то совершенно другое и балансировать те энергии, которые происходят сейчас в мире, являться балансом, являться гармонизацией тех энергий, которые творятся вокруг. И это может не звучать духовно, это может не звучать как-то очень
спасательно. Вот. И это тоже вопрос каждому из вас, что для вас сейчас важно? Смысл жизни, смысл любви, смысл своего присутствия и смыслы, как вы проживаете эту жизнь в вашем теле. Вот, поэтому, с одной стороны, тема, как кажется, легкомысленная, но для меня она является божественным измерением и состоянием чистоты. То есть как можно из чистоты проживать сексуальность, как можно возвращать эту чистоту в свое тело и в чувствительность. Это также приносит другой вкус жизни, даже в это время. Вот. Так что я поделилась своим опытом, своим видением этого пространства и что для меня является сексуальность и чувственность. И в предстоящем процессе онлайн мы пойдем в это исследование, в исцеление, восстановление и в то же время восстановление изначальный настрой. И также очень важно не теряться в эмоциональных переживаниях, потому что ну, я вижу, допустим, для женской природы мы можем очень сильно зависать в эмоциях. Мы очень как бы давать этому слишком большое значение, что тогда вода вытекает за пределы. Вот. И тоже как держать баланс, с одной стороны, проживая эмоциональную сферу, проживая чувственную сферу, но при этом оставаясь в ясности чувств и в ясности сознания. То есть о чем также говорит высшая тантра, когда мы преобразовываем дуальности, преобразовываем все сферы проживания через тело, связанные через тело, наши чувственные сферы, как мы проходим в высшую сферу переживания. И для женщины это тоже очень важно обнаружить вот эту связь, чтобы не теряться в эмоциональной и чувственной сфере, но в то же время не замораживаться и не испепелять себя. Я сейчас посмотрю, прислала ли Лена вопросы. Что-то пока... Так, сейчас. Я очень творческая, но чувственность и сексуальности проблема. Это одна энергия, куда посмотреть. С одной стороны, энергия одна, а с другой стороны, мы можем творить из высшей сферы, не из чувственной. То есть и тогда творческая энергия будет идти с энергии огня, с высших центров, и она не будет включать чувственную сферу. Поэтому здесь может быть признание, принятие духа как высшего аспекта, и непризнание, принятие материнского аспекта матери, великой матери, как что-то нехорошее, грязное и так далее. Вот. И что делать? Делать мы будем в практике
во время семинаров. Сейчас мы не занимаемся практикой. Когда после секса у обоих партнеров ощущение потери энергии, о чем это говорит? Здесь процесс, то есть нужно учиться, когда во время секса, то есть идет обмен энергией, и с одной стороны, то есть энергия может подниматься, и есть такой выплеск, то есть учиться интегрировать энергию после вот этого всплеска, как ее переформатировать в теле. То есть, как правило, энергия идет таким образом, вспышкой, выкидом, то есть вниз. И здесь тантрические методы, способы, как эту энергию запитывать в тело, запитывать в систему тела, в органы, кости и нашу гормональную систему. То есть это просто определенные методы и техники, которым нужно учиться. То есть мы не можем их освоить там за 1-2 раза, и все у меня получается. То есть для меня самой, допустим, когда я проходила тантру, то нужно было много времени, чтобы сначала вообще активировать свое тело, включить то есть вообще функции нижних органов, сакральных органах, чтобы система нормально функционировала, и слышание, понимание, как движется энергия, следовать вместе с ней. Потому что, как правило, то есть мы толкаем свое тело, мы толкаем себя как бы во внешний аспект, но не слушаем, не доверяем, как течет энергия, как движется энергия, и в какой-то степени как ей управлять и как балансировать энергию в своем теле. То есть это определенные методы запитывания энергии в тело и в органы, и в системы, и в кости. То есть это определенные методы. Как и чем различаются эмоции и чувства? Что важнее? Есть расхождение мнений, что большие эмоции — это плохо. Но еще раз, эмоции — это второй центр, эмоциональная сфера, и они связаны также с гормональной системой. Когда мы не знаем, как гармонично проживать эмоции, у нас летит гормональная сфера. Это напрямую, естественно, отражается на здоровье. И вот здесь важно учиться проживать осознанно эмоциональную сферу и то есть не оставлять в своем состоянии обид, переживаний, гнева, злости, преобразовывать это. И с другой стороны, как поднимать энергию с первого центра до сердца. То есть это важный аспект. И то есть это тоже нужно на обучение себя, не оставаться только в эмоциональном фоне, потому что в основном женщины любят оставаться только в эмоциональном фоне, что «Ой, девочки, вот у меня такие переживания, вот то, все, ла-ла-ла, бла-бла-бла, и все». То есть и потом эмоционально девочки выплеснули переживания, а потом опускание вниз и опустошение. То есть как эмоциональный фон не выплескивать, а поднимать в состояние сердца. Как правило, мы боимся поднимать состояние сердца, потому что у нас много накопленного травмического опыта души. Поэтому мы очень боимся чувствовать.
Потому что когда мы поднимаем эту энергию, первое, что мы чувствуем, боли, обиды, разочарование, предательство. Нам нужно развить свое сознание из детского состояния в зрелое состояние, как мы интегрируем боль в мудрость, опыт и в любовь. И это тоже определенная алхимия, которую мы проживаем через свое тело. То есть это не ментальный формат. Вот я сейчас всех люблю, я сейчас всем посылаю свет. Будьте все счастливы. И то есть это может быть настолько внешний аспект, что когда мы действительно опускаемся в наши чувства, первое, что мы встречаемся с болем тела, как бы телом боли нашей души и памяти нашего тела, которое хранит это все. И нам нужно это очистить, нам нужно это исцелить, и нам нужно научиться это преобразовывать в мудрость, в знание и через чувство в любовь. И нам нужно научиться проживать боль, отпускать ее, чтобы она действительно исцелилась и вернуть ее в любовь. То есть это процесс непростой, алхимический. На это требуется время. То есть как равносильно, допустим, мы повредили что-то, даже элементарно, мы обо что-то ударились, либо порезались, рана сразу же не заживает. То есть да, есть процесс исцеления в теле, регенерация тела, регенерация клеток, точно так же, как и регенерация нашего состояния души. То есть нам требуется время и терпение этих процессов. Но если мы хотим все очень быстро и сейчас, и здесь, то так не работает. То есть даже сколько бы мы ни посылали свет, допустим, своей ране, за день рана не затянется, особенно если она глубокая. То есть нам нужно очистить рану, нам нужны то есть условия, чтобы тоже рана дышала, чтобы туда поступал кислород, свет, энергия. Потому что если, допустим, рана закрыта, перекрыта, там может образовываться гной, так же, как и в нашей душе. То есть разного уровня гной, который накоплен в боли, в злости, в гневе. То есть и первое, когда мы учимся проходить, то есть мы вскрываем эти раны, чтобы вышел гной, чтобы вышла боль, злость, все, что у нас накоплено. И потом, то есть мы переходим в другое качество осознанного проживания себя как души, как духа, как человека, как женщины, как мужчины. И быстро это не происходит. То есть если мы думаем, что как бы сейчас все быстро, человечество хотят сделать подмену понятий, все быстро-быстро, то есть это как раз движение в как бы техносистему, там, где происходит подмена и тела, и с функций, и способов, и свойств, и также, соответственно, подмена духа на техноразум. Поэтому будьте очень внимательны, аккуратны. С историями должно все быть быстро. Вот. И даже когда мы хотим есть живые фрукты и овощи без пестицидов, без добавления химозы, то есть они не растут быстро. То есть когда мы едим пластик, фрукты, продукты, там мало животворящей энергии.
Точно так же и с процессами, которые мы проходим, а, развиваясь, развивая свое сознание, свое тело, исцеляя и взрослея, и обретая свою силу, ответственность, самостоятельность, знание. Что такое сакральные органы? Это наши сексуальные органы. Как сохранить ясность ума при эмоциональности, когда эмоции захватывают осознанность и рефлекторно уносят всплеск эмоций главным образом в негативном аспекте? Как ими управлять, какие практики? Практики мы тоже будем проходить во время семинара. Сейчас я практик делать не буду. То есть это требует время. То, что я вам скажу, как это сделать, ну, это ничего не даст. Вот. Потому что, может быть, допустим, несколько разных способов и методов, как это делать, но пока мы не научимся это делать, то есть, допустим, ответ, который я скажу, он ничего не даст. То есть этому нужно учиться во времени физически, не ментально. Допустим, вы что-то представили, вот я сейчас там пойду, побью подушки, поплачу, потанцую, посмеюсь, и все, я сейчас загармонизирую свои эмоции. Я так думаю, что вы много слышите этих способов и методов в соцсетях. Сейчас есть это все в большом количестве, но почему вам это не помогает? Почему вы это не используете? То есть, потому что нужно действительно осваивать, знаете, как в какой-то степени, как маленький ребенок осваивает шаг за шагом что-то, обучается, и, как правило, свою детскую часть, также эмоциональную, несбалансированную. То есть нужно научиться как бы определенной ритмике и определенной, знаете, как дисциплине, что кропотливо что-то делать, не отвлекая свое внимание. То есть принимая, признавая эмоциональную сферу, а, обучать себя, как проживать осознанно эти чувства, эмоции и интегрировать это в своей жизни. То есть как гармонично это проживать. И, допустим, вы отравились, съели что-то, и у вас отравление, идет токсикация. Если тяжелое отравление, поднимается температура, что вам нужно? Почистить себя, пить много воды. То есть иногда нужно почиститься, чтобы это все высвободить в желудка, из системы, потому что иначе, то есть, вы будете долго проживать эту токсикацию. Вот. И, соответственно, также эмоционально, то есть нам нужно осознанно научиться очищать наши эмоции и преобразовывать это осознанно в чувство и в трансформацию всех переживаний. Но даже, то есть, когда мы понимаем, как это делать, все равно у нас требуется время проживания. Даже, допустим, что мы осознали, что я сейчас отравилась, то есть я пью воду, я пью что-то, что интегрирует яд, токсины из тела. То есть быстро процесс не меняется в теле. То есть для тела нужно время. Если, допустим, на уровне осознания я поняла, что я отравилась, то есть я помогаю энергии вычищать, то этого недостаточно для тела, потому что тело имеет свою скорость, свой ритм, то есть который нужно понимать, учитывать, что в теле есть другой ритм скорости. И вот это как раз
когда мы понимаем, как это проживать, то есть мы даем этому время, пространство, то есть нашим переживаниям, нашим эмоциям. Скажите, пожалуйста, будет ли рассказано, как интегрировать эту энергию в тело, либо это другой семинар? Я не буду рассказывать, мы будем это пробовать делать. Еще раз рассказывать, это мало что поможет. Самое важное, нам нужно получать свой собственный опыт, то есть который как раз я буду давать способы, методы, техники, и мы с вами будем это проходить вместе. Так это мало как бы что изменит мои рассказы. Можно ли беременным? Да, конечно, можно, потому что у нас не будет каких-то катарсических способов, методов. И, то есть процессы, они все равно мягкие, экологичные. Вот, поэтому вы можете проходить это. И потом у нас, ну, то есть это 2 дня, это не такой интенсив, который происходит, допустим, недельные семинары, мы активно там еще и двигаемся, и занимаемся. Вот, так что это такой вообще супер лайт формат, очень легкий. Вот. Так, ну что, дорогие, я пока сейчас смотрю еще, есть ли вопросы, которые Лена присылает. А если чувствуешь, что приближается менопауза и теряется интерес к сексу и к сексуальности, и куда-то исчезает вдруг, что делать? Как не растерять уровень? Но не в том, чтобы растерять, а потому что в разном возрасте мы проходим разные ритмы и разные смыслы. То есть, во-первых, ни в коем случае не держаться за те чувства и переживания, которые мы испытывали там, 20, 30, 40 лет и так далее. Это очень важно, иначе мы себя тормозим в процессе нашей эволюции. Потому что в каждом возрасте мы проходим как бы разные опыты души и разные опыты тела. И важно не застревать, оглядываясь в прошлое, что, вот, допустим, я должна проживать вот так-то и вот так-то, я должна там постоянно чувствовать эту сексуальность, оргазмичность и желание. И в разном времени, то есть у нас также меняется разный спектр желания. И важно давать себе движение вперед, а не назад, не тормозить себя. И снова Баба Ягодка опять. Вот. Принимать следующий уровень, этап, который мы проходим в нашем времени, учиться новым ценностям и новым смыслам в каждом возрасте, потому что это важно. И и распознавать совершенно другого уровня ощущения, восприятия себя в теле. Потому что они не будут такими же, как 5 лет назад, 10 лет назад. И не как бы давать себе вот этот шаблон, что я ориентируюсь на те же чувства, которые я испытывала там 5 лет назад, год назад, потому что они меняются. И нормальный процесс, когда мы открываем себя новым циклом и новым формам проживания.
что это будет другого уровня чистота и восприятие себя, восприятие тела, восприятие сексуальности, когда, то есть это уже не такое желание, которое было раньше, и оно по-другому звучит. И очень важно действительно открывать вот эти новые сферы и другого уровня чувственность, и другого уровня восприимчивость. И, естественно, это будут разные циклы, это будут разные опыты. И еще раз я напоминаю, чтобы наше прошлое не тормозило в настоящем и будущем. И что мы натягиваем в себя старое платье, которое мы носили год назад, 5 лет назад, 10 лет назад. Что у нас меняется восприимчивость, у нас меняется опыт, и давать нашей душе, нашему духу развиваться дальше. И вкушать тот вкус, который мы ощущаем в данное время. И не возвращать себя в прошлое. То есть вот это как раз и важно, что это и есть движение эволюции, а не хождение по кругу, испытывать те же самые ощущения и сексуальные ощущения, и желания, которые мы испытывали ранее. И в этом есть динамика, и в этом есть движение, и в этом есть изменение и жизненность. Есть или будет ли семинар по циклам и ритмам жизни в климаксе? Для меня это не различие как бы ритмов на климаксе, а в том, как я поддерживаю жизненный процесс в своем теле, неважно в каком возрасте и какой ритм вы сейчас проживаете. Но, потому что климакс в первую очередь происходит в нашем сознании и теми сценариями и теми верованиями, которые есть в пространстве. Это вот самый большой климакс — это в голове. И климакс может уже наступить и в 20 лет, и в 30 лет, и 40 лет, и повлиять на ваше здоровье и гормональную сферу. То есть вопрос, как мы выходим из этих климаксов, в первую очередь ментальных. Потому что я помню еще также вот эти климаксы, которые наступали в моей голове в разное время. И в 25, и в 35, что там все, я недостаточно уже молода и красива, и все сейчас, все, я сейчас потеряю все, весь смысл и сексуальность и так далее, и так далее. Вот, то есть я распознавала, как включаются вот эти климаксы ментальные, которые есть в пространстве социума. Их очень много. И то есть мы вот тоже почистим вот эти климаксы ментальные, которые могут накрыть вот прям в любом возрасте, что то есть в любом возрасте может остановиться жизнедеятельность организма у женщин, и неважно в каком возрасте. И у вас климакс может наступить и в 20 лет, и в 25 лет. И в большей степени это как раз те программы-паразиты, которые уничтожают жизненность, жизнедеятельность энергии, организма и, соответственно, омолаживание процесса. Вот. Так что мы тоже пройдем эти процессы.
И, и также процесс, который связан с энергией бессмертия. Еще раз напоминаю, что это энергия духа. Как мы эту энергию духа и энергию бессмертия взращиваем в теле. То есть вот это состояние знания, вот это состояние искусства взращивать энергию бессмертия в теле. Сейчас посмотрим, что у нас еще. Как чувственность и сексуальность связаны с искусством жить свою жизнь. Ну, во-первых, в первую очередь, чтобы перейти из сложных, тяжелых сценариев жертвы, рабства, детскости, в зрелость. То есть вот вы написали, что искусство, что, чтобы перейти в искусство, это уже высший пилотаж. То есть не искусство, что мы что-то научились делать, а искусство быть творцом, быть в состоянии ясности и присутствия. Это большие достижения. И как проживать действительно из этого уровня, ну, то есть это такой прям глубокий путь. Это не 2 дня, дорогие. То есть еще раз я даю способы, методы, которые вы можете очищать, исцелять себя, работать с энергией, работать в взращивании, соединенности материи и духа. Но как вы будете это использовать и предотвращать в своей жизни, это от вас зависит. Как вы действительно можете интегрировать это в процесс искусства осознанно, самостоятельно, самодостаточно. То есть это процесс такого труда, пути. И это не достигается в короткое время. Я разочарую многих из вас, но это так. Когда вам обещают быстрые способы и методы, ну, это в большей степени история бизнеса. В реальности нам требуется время, чтобы это интегрировать, преобразить и быть творцом своей жизни и реальности, хозяйкой своего тела, своей судьбы. То есть это труд, и это развитие. Вот. То есть я никогда не говорю, что это происходит легко и просто. То есть если вас это не удовлетворяет, не устраивает, то попробуйте достичь это быстро какими-то способами, методами, и посмотреть в реальности, так ли это или нет. Либо это просто ментальный план, который как красивая картинка, которую мы себе рисуем, но с реальностью это не имеет общего. То есть и самый простой показатель, как мы владеем своим телом. И 2 дня назад я давала практику мандалу. Много женщин, которые давно в практиках, известные блогерши,
много программ, много всего замечательного. И, конечно, что-то красивое они делают и творят и с собой, и со своей жизнью, но показатель того, что м, для меня показатель, насколько женщины могут владеть своим телом, руками и ногами. А в реальности, ну, то есть диагностика очень простая, что когда вы не можете сделать на простых движениях симметрично, координируя свои движения, то есть о проживании в теле этих энергий речи быть не может. То есть это простая диагностика. Вот поэтому то есть мы ментально можем представлять, что я замечательно и все достигла, но когда мы это действительно преобразуем через тело, как наше тело чувствует, ведет и как мы им владеем, то есть вот здесь показательный тест. Вот, поэтому важно, чтобы наши идеи о себе, кто мы есть и что, были также соединенные с нашим телом и с нашей способностью владеть нашим телом, регулировать его. Вот. Так что то есть это тоже такой показатель большой. И на сегодняшний день, то есть у нас еще есть ранняя цена 8000. То есть вы можете Леночке дать заявку. То есть кому интересно и хочется участвовать в этом процессе, в первую очередь своего собственного труда и прохождения. Помните, что за вас никто ничего не сделает. То есть мастера, учителя, люди, которые вам что-то передают, они передают знания, возможности, методы. Но каждый из вас должен овладеть этими способами, методами в своей жизни. То есть нету никакой волшебной палочки, что все само по себе заработает. Так же, как и машина сама по себе не поедет. Ну, если, конечно, туда не вселить техноразум. Вот, что крайне печально, если, то есть, мы подселим в себя техноразум, как бы тогда мы станем уже не людьми, а роботами. Вот поэтому, то есть, нужно вовремя осваивать свое тело, пространство души и духа, соединять это все в единое состояние, чтобы в это время использовать еще опыт, интегрировать, то есть наше прошлое максимально в соединенность с нашим сознанием и духом, наше будущее. И понимать, что мы хотим здесь проживать в этой реальности, в это время, в это очень странное время, в которых у нас у всех был запрос здесь прожить, получить вот этот разный опыт. Такой, как, знаете, с одной стороны, что мы можем прожить высоту, а с другой стороны, что мы можем прожить прям самый низ. Вот, и видеть здесь различные контрасты. Так что желаю всем мира, осознанности, мудрости, любви. И выбирайте действительно лучшие смыслы, и лучшие направления в этой реальности, в этом времени. Всем мира и ясного, действительно ясного присутствия. Всех благ, дорогие. И до встречи с теми, кто хочет присоединиться на онлайн-семинар.